Всем привет-привет, всем прекрасной пятницы. Рада, что вы снова на моем канале, что я могу для вас сделать расклад, и вы можете его посмотреть. Сегодня мы будем делать расклад по позициям. Идею к раскладу предложила Галина. Называется он «Умеете ли вы выражать то, что чувствуете?». Вот это мы и посмотрим. Суть этого расклада я рассказала в телеграм-канале в ролике «Полет мысли», который я делаю каждую неделю, в котором объясняю, почему я выбираю те или иные темы к раскладам и что я хочу вложить в них. Кому интересно, можете подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка на него есть под роликом, нажав на ссылку «Мои услуги». Там же есть мои контакты, описание моих услуг и... Приглашаю вас на беседы со смыслом. Моя любимая услуга. Что это, как это. Все описание вы найдете, нажав на ссылку «Мои услуги». Вот. И сегодня, по идее, должен выйти анонс в разделе «Сообщество» на главной странице канала, YouTube-канала. Переходите на главную страницу. Для того, чтобы перейти на главную страницу, под роликом есть моя фотография, название канала. Нажимаете туда, вас перебрасывает на главную страницу канала. Выбираете сообщество, нажимаете, и там последний анонс. В нем вы увидите темы, скорее всего, вопросы, которые я буду рассматривать на эти выходные в блиц-консультации. Там же в анонсе вся необходимая информация. И вопросы буду рассматривать касательно финансов. Кому интересно, приходите. Итак, мне кажется, самые такие... Необходимый момент технически озвучила, организационный, скорее всего, и мы приступаем. Позиция номер 1, голубенький камешек, единички. Умеете ли вы выражать то, что чувствуете? Умеете ли вы выражать то, что чувствуете? Не всегда, не всегда. Я бы сказала... В большей степени вы какие-то моменты, знаете, сдерживаете в себе, вы их не высказываете. С чем это связано? У меня такое ощущение, что у вас прям очень такая какая-то конкретная позиция по жизни в каких-то моментах. И вы человек такой достаточно логичный. И поэтому вы предпочитаете... какие-то моменты умалчивать, не говорить их. Не всегда вы высказываете свои эмоции, и проблема в этом как раз и состоит, что какие-то эмоции вы подавляете. Просто потому, что вы решили, что, не знаю, либо оппонент сам должен догадаться, либо это неуместно, но вот проблема заключается в том, что вы не выражаете эмоции, вы их подавляете, и потом они вас разрушают, либо вы их копите, и в какой-то момент происходит вот такой вот эмоциональный взрыв, и вы начинаете рассказывать человеку все, что у вас накипело. И порой это не всегда в нужный момент и не всегда вовремя. Вы как будто бы не можете... подобрать, я не знаю, то ли момент не можете понять, в какой момент нужно высказывать, то ли формат выражения чувств не можете, то ли время. То есть, здесь вот какая-то вот неуместность, да, и неумение определять правильное время. Либо момент, либо что именно вы говорите, вот как выражать чувства. Почему? Почему? Потому что вы за то, чтобы, знаете, был какой-то позитив, и я так понимаю, что если это позитивные моменты, позитивные эмоции, вы их выражаете, а если это что-то такое негативное, то стараетесь умалчивать. Вы как будто бы тот человек, который смягчает углы, где-то не хотите просто портить атмосферу, не хотите, может быть, отношения, как-то портить с людьми. Вот здесь момент все равно умалчивания, он присутствует. А в чем здесь блок? В чем блок? Вы слишком ко всему подходите, так, знаете, логически, да, критично, все пропускаете через призму размышлений, да, то есть хотите в чем-то разобраться. Здесь все очень такой тонкий ум, и вот вы как-то чувства пропускаете через логику.
а чувства, они работают по-другому, и поэтому вы никак не можете сконнектиться со своими эмоциями, со своими переживаниями, то есть вы их, здесь не то, что вы их держите под контролем, а вы их просто подавляете, потому что вы не понимаете то, что вы проживаете, вы не можете это объяснить, вы не можете сами себе рассказать. Вот вы стараетесь понять головой, а здесь проблема в том, что эмоции головой понимать не надо, их надо просто проживать. Вот. Еще есть ли какой-то блок, почему вы не умеете выражать свои чувства? Ну, у вас такая, знаете, завышенная планка к самому себе. Вы слишком критичны, самокритичны, слишком требовательны. Здесь проблема заключается в вашем уме. То есть вам иногда кажется, что вот какие-то эмоции, которые вы проживаете, они, может быть, неуместны, они, может быть, глупые. То есть, вы понимаете, здесь оценка есть. Вы не разрешаете себе, не даете права на проживание эмоций. Вот вам надо все время себе объяснять, это правильно или нет, это надо или нет, какие будут последствия, а стоит или нет. То есть вот этот вот выбор бесконечный, да, то есть оценка вашего ума, она здесь мешает вам. Почему у вас вот такая тема с эмоциями? Ну, потому что вы королева мечей. Велика вероятность, что в прошлом вы были очень эмоциональным, таким, знаете, человеком открытым, доверчивым. Где-то, может быть, извиняюсь, где-то, может быть, как-то вас ранили, и вы подзакрылись. То есть вы считаете, что если, возможно, я буду открываться, только открываться подходящему мне человеку, которому я доверяю и все такое. Но пока найдешь такого человека, надо же что-то делать с эмоциями. Вот вы как будто бы, может быть, игнорируете даже. А какие вот вы эмоции игнорируете, мне хочется посмотреть? Свои страхи. Свои страхи, своя неуверенность. Вы какие-то части себя не принимаете. Вам очень тяжело это сделать. Вы понимаете, здесь проблема в том, что вы в своих эмоциях разобраться не можете, вы не можете их понять логически. Вот, и с другой стороны, вы не разрешаете себе их проживать. И поэтому они застревают и становятся блоками внутри вас. И энергия не может проходить через вас, сквозь вас спокойно, ровно, гармонично. Она сталкивается с сгустками, эмоциональными сгустками. Что здесь нужно сделать? Ну, здесь очень много работы нужно будет прикладывать, чтобы что-то изменить, да, чтобы понять вот свою вот эту вот цикличность, как вы входите вот в эти моменты, да, подавления вот своих страхов. И здесь нужно использовать всю свою силу, направлять на то, чтобы не бояться, да, чтобы не бояться проживать свои эмоции, чтобы не бояться каких-то оценок, критики, не бояться осуждений, разрешать, вот как будто бы давать волю своим эмоциям. Здесь, возможно, боитесь ошибиться, либо хотите быть слишком правильной, слишком... Не знаю, вот, знаете, создается какое-то вот ощущение того, что у вас есть определенная роль, маску, которую вы носите, и вы как будто бы боитесь показать себя таким, какой вы есть, потому что люди, допустим, привыкли к вам, что вы какой-то серьезный человек, а тут вот, допустим, если я буду шутить, либо как-то, не знаю, пускай даже пошлые какие-то шутки, да, что обо мне подумает, да, у меня уже есть какая-то сложившаяся картинка обо мне, и тут вдруг что-то человек другое узнает, и как он будет потом реагировать, и как мне с этим быть, поэтому вот вы боитесь быть раскрепощенным, вы боитесь быть открытым, вы боитесь, вот по сути, знаете, вот эмоциональная сторона вопроса, она у вас не проработана. Боитесь, что вас могут, не знаю, посчитать глупым, посчитать, может быть, наивным, доверчивым каким-то, да, вот, ну, как недалеким каким-то, да, то есть вот у вас все время какой-то такой образ себя, где вы как-то контролируете, что ли, вот управляете, вот все должно быть правильно, верно. Здесь такое ощущение, что вот хочется сказать, да,
отпусти ты себя, да, вот будь естественным. Как-то так здесь. Я извиняюсь. Секундочку, попью воды. Что-то. Даже высказать себе не можете. Вы очень много себя сдерживаете. Так. Интересный момент, что единички очень умны, но вот с эмоциями беда пока. Так, позиция номер 2. Умеете ли вы, двоечки, выражать то, что чувствуете? Да, вы умеете. Вы умеете. Угу. Вы это и транслируете, и в будущем планируете. Также легко выражать то, что вы чувствуете. Это, в принципе, знаете, вот это вот как будто бы ваша естественная природа, да, быть эмоциональной, быть открытой, такой веселой, позитивной, озорной. Поэтому мне кажется, что вот если это у вас забрать, то, в принципе, ничего не останется. Потому что это ваша база, это ваша суть, это ваша основа. Выражение ваших эмоций, вот это вот легкость, праздник. Как вы это делаете? По-разному. По-разному. Иногда вы понимаете, что эмоции, если здесь как целительство идет, да, как эмоции для вас это как исцеление вашей души. Например, если вы болеете, то вы понимаете, что это вот какие-то подавленные эмоции, и нужно их прожить. Вот вы начинаете их проживать. Хотя, в принципе, ну, здесь я не думаю, что здесь будут какие-то подавленные эмоции. Вы очень вовремя проживаете вот то, что у вас есть. Вы даже можете, знаете, как-то в какой-то степени себе говорить, да нет, надо быть как-то более серьезной. Но это у вас получается как-то на доли секунд. А потом вы все равно возвращаетесь к тому, каким-либо, какая вы есть. Вы очень изменчивые. Как еще вы это делаете? Как маленький ребенок. Как маленькие дети. Я не вижу, чтобы вы были здесь капризными, просто вот для вас выражение эмоций это вот как, не знаю, как воздух, как дыхание, как шелест травы такой, знаете, вот ветерок дует на достаточно высокую зеленую траву, и вот она создает вот эти вот волны, и так красиво издалека мне показывает, как будто бы колышется. Колышется, причем, знаете, вот такое поле мне показали, поле лаванды. И вот эти вот фиолетовые цветочки, вот ветерок дует, и они вот как прям, как будто бы море, да, колыхает, такое фиолетовое, живое. Вот здесь какой-то тоже такой естественный процесс. Вы радуетесь, вы как маленький ребенок. Вы на ладошке открыты. Умеете ли вы выражать? Конечно. Конечно. Как вы выражаете? В коммуникации, в общении очень эмоциональные, знаете, вот даже в споре иногда так, ну причем здесь спор, знаете, такой спортивного формата, да, вы прям кому-то очень ярко что-то рассказываете, прям активно жестикулируете, прям проживаете, включаетесь очень быстро эмоционально в любой диалог. Как вы это делаете? Да вы просто проживаете жизнь. Вот для вас понимание жизни и эмоций, между ними стоит знак равенства. Как-то так. Сегодня будет, наверное, коротенький такой расклад. Ну и такие тоже нужны. Тема легкая. Так, позиция номер 3. Зелененький камешек. Ну-ка посмотрим. Единички не умеет. Ну, от случая к случаю. Двоечки умеет, а троечки умеет. Умеете ли вы, троечки, выражать то, что вы чувствуете? Так, страшный суд. Что это такое? Рыцарь монет. Вот здесь как будто бы, знаете как, умеете ли вы выражать свои эмоции? Я бы сказала так, через заботу. Во-первых, вы умеете выражать свои эмоции только в семье
И, ну, здесь сдержанные какие-то люди вот мне идут. И если говорить о том, что умеете ли вы выражать то, что вы чувствуете, я бы сказала, если да, то это так как-то вот как будто бы, если это связано с профессиональной сферой, как-то вот на работе, если есть такая необходимость. А так, в принципе, ну, в семье вы можете тоже выражать. Ну, вот здесь, в принципе, знаете, человек какой-то такой вот сдержанный. Вы свои эмоции каким-то образом выражаете через заботу, через действия. То есть это и не словесно, и не как-то не через мимику какую-то, да, а вот именно через действия здесь какие-то. Также, может быть, через творчество, когда вы что-то создаете, то есть здесь получается все то, что вы проживаете, вы это не напрямую можете, там, не знаю, показывать как человеку, а через предмет своего дела, да, своего ремесла, либо своего хобби какого-то. Интересно. Здесь ощущение того, что вы можете показывать свои эмоции вот в каких-то кризисных таких моментах, когда вы только понимаете, что вас чего-то лишают, либо вы в чем-то себя ограничиваете, либо когда есть вот какой-то дефицит. Здесь такое чувство, что вот в критичных каких-то моментах, да, вы можете показать свои, в критических каких-то моментах, вы можете показать свои эмоции. А так, в принципе, нет. Вот здесь чувство, что вы себя ограничиваете. Вот если единички себя подавляют, вы себя не подавляете, вы здесь вот какая-то такая военная выдержка, дисциплина. Как будто вот как-то выдрессировали себя, что ли. Здесь нету запрета на эмоции. Если вы хотите, вы можете показать. Но вы как будто бы не понимаете, зачем. То есть если я что-то хочу почувствовать, я это могу выразить через то дело, которым я занимаюсь. Особенно если это какое-то там творчество. Причем вот в какие-то такие сумасшедшие идеи, хочется сказать. Ну-ка еще как вы выражаете здесь свои чувства. Ну, очень хаотично. Здесь вот ваша забота, вы выражаете свои чувства, есть, да, ну, знаете, как чувство здесь выходит как любовь, но вот эту вот свою любовь, сопереживание, гибкость, мягкость, вы ее как-то вот выражаете, как забота вот мне идет. Очень часто идеализируете, либо как-то проживаете, если вы напрямую, допустим, не можете выразить человеку, либо нету человека, то здесь может быть через сны, через визуализацию, через какие-то такие видоизмененные состояния, через представления, через мечты. Вот как-то здесь не то чтобы ментально, но здесь соединение вот того, что вы проживаете, но вот как-то не напрямую, а как будто бы, не знаю, как на тонком плане, что ли, как телепатически. То есть вы напрямую человеку как будто бы не говорите. Если вы хотите сказать о каких-то чувствах, ну, то есть это не обязательно о любви, а вообще, да, допустим, вас человек обидел, либо еще что-то, вот вы как-то это через действие будете показывать человеку. Не совсем, как объяснить? Вот есть люди, которые логически подумают, да, и они, допустим, вот им что-то не нравится, они чувствуют какую-то тревогу, они начинают логически объяснять. Вот я сейчас беспокоюсь. Почему? Потому что вот я думаю, что будет вот так, вот так. Вы вот эти вот чувства, да, допустим, беспокойство, тревога, вы не будете говорить вербально. Вы там, я не знаю, беспокоитесь, вы будете ходить там взад-вперед. Если вы, например, беспокоитесь, чтобы там человек не заболел, вот вы начинаете, там тапочки принесете, там укроете человека,
если, допустим, он спит. То есть вот как-то вот через какие-то действия вы здесь выражаете. И при этом параллельно вы очень много думаете. Вы очень много думаете, но здесь не в контексте логики, а вот я просто об этом думаю. Здесь вопрос заботы как-то проходит. Умеете, еще раз прошу, выражать свои чувства. Ну вот вы закрываетесь. Почему вы закрываетесь от того, чтобы выражать? Ну, наверное, потому что у вас есть какие-то другие дела, которыми нужно заниматься, а чувства, они как будто бы забирают у вас очень много энергии, поэтому им нужно уделять отдельное время, а этого времени у вас нету. А вообще у вас своя есть какая-то потребность, чтобы вот вам как-то показали свои чувства, и при этом вы не хотите давать никакую обратную связь. Допустим, вам скажут, да, что вот я тревожусь о тебе, либо беспокоюсь, либо еще что-то. Вот вы в этот момент промолчите. Вы в этот момент помолчите. Вы вообще как-то вот не любите говорить о эмоциях. Вот вы не любите говорить о чувствах. Вы больше будете выражать заботу. Заботу, внимание, отшельник. Я не могу сказать, что здесь вот прям так что-то, какие-то трудности, либо блоки есть. Нет, это просто вот ваш выбор, либо ваша манера, образ жизни какой-то такой. Ну, то есть это вот ваш выбор. Я не могу сказать, есть здесь какие-то проблемы выражения. Здесь, понимаете, у меня такое ощущение, что вы не совсем понимаете ценность эмоций. Ну, то есть смысл эмоционировать, надо действовать, да, то есть зачем, ну, то есть любишь, покажи, да, там, позаботься, покажи внимание, обрати внимание, да, покажи, как ты любишь человека. Если там, например, переживаешь, опять же таки, зачем про это говорить? Пойди реши задачу. То есть вот здесь какие-то практичные моменты идут. Как-то так. Сегодня, как я уже сказала, да, коротенький расклад, небольшой. На этом все. Напоминаю про блиц этих выходных, тема финансов. Кому интересно, приходите. А я благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за то, что остаетесь со мной. Пожелаю всем приятных выходных. До следующих раскладов. Всем пока-пока.